Всем добрый день! Как всегда, рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Олеся. Сегодня готовлю вот такие вот замечательные заварные кольца с творожным кремом. Присоединяйтесь, все очень легко и просто. Даже если вы никогда не готовили, все получится, не бойтесь. Давайте приступим. Для приготовления потребуется 200 мл воды, муки 150 грамм уже просеянной, яйца по потребности 3-4 штуки. 3 обязательно уйдут. И одно яйцо запасное, которое будем добавлять частями. Средний вес одного яйца 50-52 грамма у меня. В чистом весе, естественно. Щепотка соли, четверть чайной ложечки, сливочного масла 100 грамм. Только не берите замороженное. Вот видно, что оно у меня уже постояло на столе. Это нужно для того, чтобы вода лишняя не выкипала, когда будем растворять масло в воде. Для приготовления теста берем кастрюлю какую-то с толстым дном, либо вот такой вот ковшик, как у меня. Вливаем воду, добавляем соль и сливочное масло ставим на плиту, на огонь. Я ставлю на максимальный, для того, чтобы как можно быстрее растворилось сливочное масло. Как только масло растворилось и жидкость закипела, всыпаем всю муку сразу. Можно даже немножечко приподнять ковш, чтобы удобнее было перемешать, чтобы она чересчур быстро не схватывалась. Нужно очень тщательно лопаткой перемешать тесто, чтобы не осталось никаких сухих вкраплений муки. Делаем это достаточно быстро, активно. Огонь можно уже уменьшить на средний. И вот таким вот образом завариваем тесто. Тесто переворачиваем во время заварки, чтобы оно равномерно заваривалось. Как бы растираем его вот такими вот движениями лопаткой. Уже видно, что вся мука полностью у меня хорошо соединилась. И на донышке ковша стала образовываться вот такая вот пленочка. Многие делают ошибку, сразу снимают тесто с плиты. Я же вам советую продолжить еще как минимум минутку позаваривать тесто. Тесто будет лучше. Можно даже вот в данный момент выключить уже плиту и просто на горячей плите подержать еще ковш и тщательно еще поперемешивать тесто, позаваривать, чтобы такая хорошая пленочка образовалась на донышке ковшика. Вот сейчас я провожу лопаткой и видно, что прям такая пленочка, если вы тесто растянете, тесто не будет рваться, оно такой пленочкой прям ложится по дну. И тесто готовое выглядит вот таким вот образом, заваренное. Перекладываем его в какую-то посуду и охлаждаем. Видите, какая хорошая пленка образовалась на донышке ковша. Не бойтесь ничего отмывать, никаких усилий не нужно. Просто берете сейчас этот ковш, наливаете воду, капельку жидкости для посуды и ставите на горячую плиту. Оно закипит и отойдет все, не нужно никаких усилий прилагать. Тесто я оставляла минут на 8 примерно, чтобы оно стало тепленькое. Просто проверьте пальцем, чтобы было приятно пальцу, чтобы яйца не сварились. Потом берем миксер с насадками крюки и добавляем одно яйцо. Тщательно перемешиваем. Может показаться, что какие-то комочки прям, не бойтесь, перемешивайте, все соединится, все будет гладенько. Добавляем таким образом, не прекращая перемешивать, все 3 яйца. 3 яйца обязательно у вас уйдут, если они будут такого веса, как у меня. Вот, после добавления 3 яиц тесто выглядит вот таким вот образом. Оно еще достаточно плотное. Всегда требуется дополнительное либо целое 4-е яйцо, либо часть яйца. В данном случае у меня ушло где-то примерно 3/4. Поэтому, чтобы не ошибиться, если вы переборщите жидкость, уже потом с этим тестом ничего не сделать. Лучше пусть вот вы капельку погуще его сделаете, ну совсем капельку. Поэтому предлагаю это яйцо 4-е сначала размешать вилкой и для начинающих особенно добавлять по ложечке. Берете столовую ложку, 1 ложку, 2 ложки, добавляете и тщательно все перемешиваете. Потом смотрите на структуру. Я уже примерно знаю, что мне потребуется еще немножечко. Я добавляю еще часть небольшую и тщательно перемешиваю. И уже можно на этом остановиться. Берите лопатку. Перемешайте еще раз, все пройдите, соберите со стенок, и тесто должно выглядеть вот таким образом. Оно ни в коем случае не должно быть чересчур жидкое. Когда вы берете лопатку, оно должно тянуться за лопаткой и свисать вот таким вот кошачьим язычком.
Либо первая часть может упасть даже, а потом, когда вы потрясете лопатку, оно потянется за ней. Можно было бы совсем еще часть, немножечко добавить яйца, но начинающим советую на этом остановиться. Вот на таком вот варианте, как я вам показала. Я беру лист, застеленный пергаментной бумагой, и мне удобно переложить при помощи мерной кружки кулинарный пакет. Насадка у меня закрытая звезда с небольшим поворотом. И перекладываю тесто в кулинарный пакет. Видите, тесто, оно ни в коем случае не жидкое, не текучее, но и не плотное. Берете нож, обратную сторону ножа, либо лопатку, и так пододвигаете аккуратненько все тесто к краю насадки. Можно, кстати, брать обычный пакет, если у вас нет насадок, и просто срезать ровненько. Краешек просто будут кругленькие колечки. Аккуратненько подбираете края, и вот тесто готово к работе. Берете лист и ведем плавно пакет, чтобы колечки получились объемные. Размер выбирайте по своему вкусу. У меня достаточно такие крупные, отсаживаю. Ведете плавненько, чтобы был объем в кольце, и заканчиваете, как бы слегка проводите еще кулинарным пакетом наверх, заходите на край. Этот краешек можете при желании влажным пальцем пригладить, а можете и так оставить, он ничего не испортит и не мешает. У меня лист нестандартный, поэтому у меня все колечки не войдут на лист. Обычно получается от 10 до 12, зависит от размера. Остатки теста никуда не оставляем, ни в холодильник, никуда, просто пусть лежат на столе. А отсаженные колечки отправляем в разогретую на 200 градусов духовку. А тем временем готовлю крем. Беру творожный сыр 250 грамм, добавляю ванильный сахар по вкусу, у меня 10 грамм, сахарную пудру 120 грамм и 150 миллилитров жирных сливок жирностью 36%. Все продукты охлажденные из холодильника. Сыр и сливки охлажденные из холодильника. И взбиваю. Может показаться, что крем сначала жидкий, продолжайте взбивать. И крем очень вкусный, легкий, устойчивый получается. Сахарную пудру можете регулировать под свой вкус. Но данный вариант, мне кажется, полностью сбалансированный. Также крем перекладываю в кулинарный пакет. У меня насадка закрытая звезда, уже без поворотов. Можно 1М насадку брать, в общем, любую, какая у вас есть, не суть важно. Также аккуратненько крем пододвигаем к краю, и крем можно отправить полежать в холодильник, пока колечки выпекаются. Я отсаживаю остатки, которые у меня остались. Как правильно выпекать? Я в разогретую духовку поставила на 200 градусов. Ни в коем случае первые 20 минут духовку не открывайте. Только через 20 минут вы можете открыть духовку и выпустить излишки пара, чтобы колечки хорошо уже подзолотились. Они к этому времени уже сформируются, раздуются, и можно открыть духовку. Я еще выпекаю минут 5-6, максимум 7, то есть в общей сложности от 25 до 27 минут. Температуру не снижаю. Если у вас будет в этом потребность, через 20 минут можете снизить. Я просто 2 раза открываю духовку, выпускаю излишки пара. Через 20 минут и потом где-то ближе к концу. Все. И вот такие замечательные колечки получаются. Их нужно охладить на решетке. Также совет: берите хорошую бумагу, они могут подлипать. И охлажденные колечки разрезаем. Удобнее это делать всего ножом вот таким неровным, а с небольшой резьбой. Какие полые они получаются, хорошие, хорошо пропеченные. Есть достаточно места для наполнения, крема должно быть достаточно. Этот крем рассчитан ровно на такое количество, на это тесто. Поэтому крем уходит полностью без остатка. Наполняем колечки, выкладываем сверху крышечку и таким образом формируем все. Потом, при желании, как завершающий штрих, можете присыпать сахарной пудрой. Это придаст такую завершенность. И вот такие вот красавчики получаются. Охладите немножечко перед подачей. И вкуснейший и нежнейший десерт готов. Тесто нежное, тоненькое, хрупкое. Очень нежная начинка. Советую использовать именно ее.
Мне как-то из обычного творога с маслом начинка немножечко грубовата. А этот крем, он нежнейший, шикарно сочетается вот с этим нежным тестом, в меру сладкий. Попробуйте, готовьте с удовольствием. Подпишитесь на канал, поддержите меня пальцем вверх. Обязательно пишите свои отзывы внизу в комментариях. Вам не сложно, а моему каналу это помогает развиваться. Вкусных вам колечек. До скорой встречи. Скоро увидимся. С вами была я, Олеся. Всем пока.